Всем привет! С вами Олег и канал StableDiv. Сегодня поговорим о замене лиц с помощью приложения VisaMaster. VisaMaster – это приложение, которое на очень высоком уровне делает swap лиц, то есть замена лиц на изображение и видео. Цензуры нет и скорость работы очень высокая. На картах 4080 и 4090 можно делать swap лиц в реальном времени, так же, как вы сейчас видите на этом экране. В VisaMaster очень много различных настроек, но пользоваться этим приложением очень удобно, оно интуитивно понятное. Если вы не знакомы с технологией замены лиц, то не переживайте, с этим приложением у вас точно получится поменять лица и на фото, и на видео. Требования к видеопамяти по заявлению разработчика от 8 ГБ. Работает только на видеокартах NVIDIA, работает быстрее, чем тот же самый реактор в Config или в автоматике. И что немаловажно, есть автоматические маски, которые могут вырезать с поверхности лица, руки, волосы, очки и другие объекты. Установка очень простая, как и у любого приложения Windows, но будет скачано около 30 гигабайт различных моделей и файлов. В итоге вы получаете портативную сборку. Эту папку со сборкой вы можете, естественно, переносить с диска на диск, и от этого сборка не сломается. Но я для вас подготовил архив установленного VisaMaster, он сжатый до 13 гигабайт, соответственно, вы просто скачиваете этот архив уже на 13 гигабайт, а не на 30, и его просто распаковываете куда вам нужно. В итоге вы получаете полностью такую же сборку, как вы просто поставили бы и скачали 30 гигабайт. Ссылка на этот архив будет приложена на Boosty, а на установочные файлы она будет приложена под этим видео. Если вы хотите научиться пользоваться веб-интерфейсами Automatic, Forge и Config, то вас приглашаю на свои курсы на сайте stablediv.ru. Ссылка будет в описании под этим видео, там же есть контакт администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно их задавайте администратору. Всех жду на курсе, теперь давайте продолжать. Итак, у нас будет два варианта установки. Первый вариант установки – это просто распаковать мой вот такой вот архив. И второй вариант распаковки – это уже установка с сайта разработчика. Я вам покажу и тот вариант. Давайте познакомимся сначала с первым вариантом. Скачивайте мой архив. Он будет приложен на Boosty. Закидываем его в ту папку, где вы хотите видеть эту версию VisaMaster. Закидываем ее, копируем. После того, как этот архив скопировался, правой клавишей нажимаем, выбираем распаковать с помощью 7-zip архиватора. Если у вас нет 7-zip архиватора, скачайте его на официальном сайте 7zip.org. Нажимаем здесь распаковать, выбираем, куда это все распаковываете. Я распаковываю прямо в эту же папку, поэтому нажимаю просто ОК. Дожидаемся, пока все распакуется. Это очень быстро, меньше минуты буквально займет. И после этого мы уже сможем пользоваться VisaMaster. Все, VisaMaster распакован, вот она, вот эта папка. Заходим в эту папку и нажимаем здесь дважды по файлу Start Portable. Именно Portable, а не просто Start. И у нас запускается портабельная версия VisaMaster. Здесь мы можем заменять лица как на изображениях, так и на видео. Давайте я вам сейчас сразу покажу установку с официального источника, и потом уже начнем разбираться с этим приложением. Теперь по поводу установки с официального источника. Ссылка будет приложена в описании под этим видео, но на Boosty, естественно, тоже она будет приложена. Вы щелкаете, переходите на вот такой вот ресурс. Здесь чуть ниже вы найдете релизы. Здесь вам единственное, что нужно скачать, это вот этот вот exe-шный файл VisaMaster Setup.exe. Нажимаем по нему левой клавишей мыши, у вас открывается окно для скачивания, нажимаем «Сохранить». Я его уже скачал, у вас появится вот такой вот файлик с такой вот иконочкой .exe. Дважды по нему нажимаем, у вас открывается сначала информация, наверное, по безопасности. Дальше нажимаем здесь Next в таком вот окне, то есть обычная установка, как у любого другого приложения Windows. Выбираем, куда мы его будем устанавливать. Я здесь выберу ту же самую папку тест, нажимаю здесь ОК. И здесь я подставлю просто циферку 1, чтобы это была уже другая папка, другая установка. Нажимаю Next. У нас открывается вот такое вот окошко. Здесь мы должны выбрать версию нашего CUDA, который у нас установлен в Windows. Для этого нажимаем вот здесь вот в поиске, пишем здесь CMD. У вас появляется вот такое вот приложение командная строка, нажимаем по нему и вот сюда вот вставляем вот такую вот команду, которая называется nv-cc-version. Нажимаем Enter и узнаем, какой версии у вас CUDA установлен в системе. Смотрите, если у вас установлен, как у меня, например, 12.6 CUDA, не обязательно его переставлять, у вас и так все будет работать, важно выбрать просто поколение правильно. Если у вас 11.8, то не должно быть 11.6, но может быть 11.9. А если вы выбираете 12.4, у вас не должно быть меньше, чем 12.4, но может быть 12.5, там 6, например, там 8, наверное. То есть можете выбрать, то есть вот такой вот вариант. Я выбираю здесь 12.4 и нажимаю Next. Смотрите, если у вас вообще CUDA не установлен, как его вообще установить, как его скачать, пишите прям CUDA
и выбираете, например, 12.4, нажимаем Enter. В поиске у вас Google обязательно найдет вот такой вот вариант CUDA Toolkit 12.4. Нажимаем по этой ссылке и переходим на страницу NVIDIA. Нажимаем здесь Windows, наверняка у вас есть Windows. Нажимаем 64 и Windows 10 или 11, у меня 11. Нажимаем Network или Local. Local это означает, что скачается сразу весь пакет, там на 3,5 гигабайта. А Network это означает, что скачается маленький такой вот установочный файл, и он будет подгружать все необходимые библиотеки, которые ему будут нужны. Я обычно скачиваю Network, он весит меньше, его можно там где-то сохранить, потом уже не залезать на сайт, просто запустить. Все это окно просто закрываем и возвращаемся обратно к нашему установщику. Нажимаем, значит, 12.4 Download Model and Updates. Эта галочка будет означать, что у вас скачаются все модели и все апдейты. Если вы его не поставите, то вам придется это как-то скачивать вручную, это неудобно. Поэтому нажимаем Next с установленной вот этой галочкой, чтобы он сам все подгрузил. И нажимаем Next. И нажимаем здесь Install. После того, как я Install нажму, у меня начнется установка и будут скачиваться все эти модели. Примерно это все займет 30 гигабайт. Разработчик пишет, что на диске должно быть не меньше 50. Так и должно быть, потому что, возможно, там что-то будет расширяться, там кэш какие-то скачиваться. Поэтому 50 гигабайт это минимум. Тот архив, который вам показывал, он весит всего лишь 13,4 гигабайта. Это значительно меньше, чем 30 гигабайт. Он скачивается, естественно, будет быстрее. Если у вас скорость интернета не очень высокая, то будет более предпочтительно скачать этот архив, его распаковать. Ну, в общем-то, это будет просто быстрее. Все, нажимаем здесь Install, у вас установится VisaMaster. Все, у нас теперь уже точно установлен либо одним, либо вторым вариантом VisaMaster. Мы его можем запустить с помощью Start Portable. И в первом и втором варианте Start Portable нужно нажимать, чтобы его запустить. Если вы захотите обновить, вы всегда сможете обновить и ту, и другую версию с помощью Update Portable. Запускаете, у вас происходит обновление. На самом деле VisaMaster обновляется достаточно часто, поэтому обновления будут актуальны. Я его уже запускал, поэтому появляется такое вот окошко с «Продолжить Workspace» или «Начать заново». Я нажимаю «Продолжить», окей. В общем-то, вот такой вот VisaMaster. Давайте посмотрим сначала пример на изображение. Выбираю вот здесь изображение, как это сделать, да, у вас здесь ничего не будет, либо нажимаем в центр вот этого вот окошка, либо сюда прям перетаскиваем какие-то изображения, прямо вот так можем перетаскивать, либо можем здесь нажать вот сюда, вот пас, и выбрать папку с изображениями или с видео. Опять же, здесь и изображение, и видео все вперемешку. То есть выбираем, и у вас там все подгружается. Теперь по поводу вот этого вот окошка. Здесь мы должны подгрузить те лица, на которые мы будем заменять. Нажимаем опять же либо вот этот значок, либо сюда прям вот так вот перетаскиваем те лица, которые мы хотим сюда поместить. Видите, вот подгрузил. Смотрите, изображение вот такое вот. Я сюда вот подгружал, но вот здесь у нас получилось просто одно лицо. Это приложение на автомате подрезает все, то есть кропит только лицо, его определяет и кропит, и оставляет только его, чтобы все максимально качественно заменялось. Теперь здесь сверху выбираем, что мы будем менять, например, вот это вот изображение. Здесь чуть ниже под изображением у нас есть некоторые кнопки, нажимаем Find Faces, то есть найти лицо на вот этом вот изображении или на видео, дальше я вам покажу. Вот такое вот лицо у нас находится. Слева мы выбираем, на что мы будем его заменять. Например, вот это вот лицо. И нажимаем Swap Face. Swap – это значит перенос лица. Все, лицо заменилось. Оно вот такое вот некачественно, не пугайтесь. Мы сейчас все доведем. То есть вот такое вот лицо у нас получилось. Нажимаем по другому лицу, заменяется на другое, на третье там и так далее. Теперь по поводу качества. Смотрите. Здесь есть вкладки различные, есть очень много различных опций. Давайте просто по порядку прям пройдемся. Первоочередно, что вам понадобится, Common, основные настройки. Здесь Face Restore, то есть восстановление лиц. В чем проблема, да? Смотрите, у нас есть модели для замены лиц, вот такие вот, то есть очень много моделей. В конфе в автоматике наверняка у вас столько моделей не было. Но в реальности InSwapper 128, он все равно работает максимально качественно. В некоторых случаях, где вам там нужно какой-то стиль получить, можно попробовать Shost Face, можно попробовать InStyle Swapper, кстати, тоже очень неплохо работает в некоторых случаях, но в большинстве случаев с видео и так далее в основном работает максимально качественно вот этот InSwapper 128. 128 это означает 128 пикселей на 128 пикселей, то есть разрешение очень низкое, поэтому, видите, изображение четкое, а лицо вот такое вот размытое. Здесь у нас есть варианты выбрать более
высокую детализацию. Вот видите, детализация повыше, выбираем еще выше детализация или еще выше. Смотрите, детализация действительно становится выше, но тем не менее, если мы посмотрим на глаза, то они такие все равно там не особо четкие, не особо правильные. Но тем не менее, можно все-таки выбрать, конечно же, 128, да, а можно выбрать там и 256, 384. Действительно, наверное, результат будет немножко получше. Далее переходим в Common и здесь выбираем Face Restore. Нажимаем его, выбираем здесь модель. Здесь есть разные модели для Face Restore. Нам привычный GFPGAN, если вы пользуетесь CodeFormer. То есть это вот такие вот обычные модели для восстановления лиц. Но есть вот такие GPN, они, кстати, есть тоже и в ConfUI. Они есть в разных разрешениях. И вот 512, например, вот так устанавливают. То есть тут зависит уже от конкретного изображения или от конкретного видео. То есть вам нужно подбирать, то есть какая модель вам лучше подойдет. Видите, вот, например, сейчас я щелкнул GPN 512, значительно лучше, мне кажется, результат. Опять же, в сочетании вот с этим вот разрешением. Тут, в общем-то, подбирайте уже под свои нужды. Есть еще вариант Blend, то есть смешивание. И, соответственно, Blend мы можем от 100% немножко так ослабить, получить что-то такое среднее, немножко помягче. То есть здесь, видите, в 100% такое прям резкое лицо получается, но можно немножко его ослабить и получим уже что-то более-менее такое, более приемлемое, возможно. И опять же есть сила этой модели, тоже опять же можно здесь поиграться. Есть второй восстанавливатель, это в общем-то то же самое, но получается еще дополнительный повторный проход. Вот опять же здесь мы можем понизить там Blend, но в этом случае это не нужно, здесь я это просто выключу. И также на этой вкладке у нас есть еще такая вот опция Enable Face Expression Restore. Это что-то похожее на Live Portrait, который у нас в автоматике в ConfUI был. Здесь у нас есть возможность управлять губами, глазами, в общем-то восстанавливать их и менять положение, скажем, то есть придать какую-то некоторую мимику. Единственное, что нужно учитывать, вот эта вот опция, она очень сильно нагружает видеокарту, соответственно, на видео у вас в реальном времени с этой опцией ни на одной видеокарте не получится, то есть будут тормоза. Но если вы просто как бы просчитываете видео, то вполне этим можно пользоваться. Какого-то особого эффекта я от этого не замечал, но в некоторых случаях, возможно, это может быть тоже полезно. Давайте я это отключу и давайте перейдем теперь на вот эту вкладку. На этой вкладке мы можем восстанавливать там цвета, то есть это цветокоррекция. Face Editor, то есть цветокоррекция лица, глаз там и так далее, губ, в общем-то по отдельности. А Face Swap, здесь у нас очень много различных инструментов. Давайте теперь перейдем к видео, чтобы я вам просто показал полезный инструмент, который здесь есть. Ну, понятно, что Face Eyes, это, наверное, можно сразу показать, то есть это восстановление глаз, но учтите, что этот параметр, он, ну, конечно же, настраиваем, но, тем не менее, он меняет немножко лицо человека, поэтому им пользоваться можно только аккуратно и небольшие какие-то изменения им вносить. Аналогично то же самое Restore Mouth, это восстановление губ, здесь тоже небольшое там раскрытие губ, зубы там какие-то появляются. В общем-то, это немножко меняет, конечно же, самого персонажа, поэтому тоже будьте осторожны. Автоколор – это автоматическая цветокоррекция измененного лица, чтобы оно лучше вписывалось в наше изображение. Очень полезная опция. Color Adjustment – это, опять же, уже вручную цветокоррекцию какую-то можно сделать. Если вам не понравилась автоматическая цветокоррекция, можете поменять ее вручную. Ну и Final Blend – это просто смешать то, что у вас было изначально, и с тем, что получилось. Но мне кажется, это лишнее, если только лица изначально и после были очень похожи, то в этом случае может что-то нормально получиться. Давайте теперь перейдем к видео, чтобы посмотреть другие полезные опции. Давайте выберем вот такое вот видео. Сейчас я загрузил вот это видео. Смотрите, мы здесь можем полистать и выбрать наиболее подходящий кадр для того, чтобы забрать лицо. Например, давайте возьмем, где лицо немножко попрямее. Ну, может быть, вот так вот, да. Возьмем вот это лицо, Find Face. На этом кадре нажимаем. И, соответственно, он лицо находит. Теперь мы выбираем здесь лицо, например, вот это вот лицо. Или, например, вот это вот лицо. Давайте вот это вот возьмем. Или, может быть, вот это, да, чтобы другое было. Смотрите, теперь мы можем просто взять и запустить просмотр видео. Видите, в реальном времени мы смотрим, но у меня сейчас записывается стрим, поэтому немножко подтормаживает. Но, кстати, еще и влияет, конечно же, разрешение. Если мы поставим здесь, например, хотя бы 128, и здесь мы поставим тоже GFPGAN, например, обычный, то это будет значительно быстрее. То есть на видео будет вот так вот. Для видео, видите, здесь максимально подходит GFPGAN обычный, и здорово здесь подходит просто 128 InSwapper, то есть это здесь работает замечательно. И все, вот в реальном времени мы можем уже наблюдать результат. Давайте найдем кадр, где у нас немножко перекрывается лицо пальцами. Я специально такое видео здесь выбрал, смотрите. Вот здесь нормально, да, но должно быть вот так вот. Смотрите, вот я сейчас листаю, то есть вот
пальцы должны быть целиком видны. Здесь у нас испорченное получается видео, и пальцы просто ломаются, отрезаются, скажем, это очень нехорошо. Но есть вот такие вот опции, автоматические маски. Здесь их две, и в некоторых случаях работает хорошо одна опция, в некоторых случаях работает лучше другая опция. Давайте включим поочередно первую опцию. И смотрите, вот теперь вот наши пальцы появились, теперь у нас уже ничего здесь не портится, то есть пальцы маской вот так вот вырезаются, и они остаются нетронутыми. Все, что внутри этой маски в белой, оно заменяется, то есть лицо определяется, изменяется. Это у нас не лицо, а рука, это модель определяет, и, соответственно, никаких проблем нету. Давайте еще раз посмотрим. На скорость работает, практически не влияет, это работает очень быстро. То же самое, в принципе, делает эта опция. Можете и ту, и другую включить. Ну, это просто потребление ресурсов лишнее. Просто в некоторых случаях иногда эта опция работает лучше, в некоторых случаях вот эту. То есть делаем вот так и получаем вот такой вот результат. Ну, давайте теперь возьмем видео с двумя персонажами. Например, вот такое вот видео. Давайте перелистаем немножко, где лица немножко вот поближе у нас будут. Ну, вот так вот, например. Нажимаем здесь Find Face, то есть находим оба лица, видите, и первое лицо, и второе нашлось. Выбираем первое лицо, выбираем здесь у нас, например, вот этого персонажа, заменяем лицо. Выбираем здесь второе лицо, выбираем второго персонажа, например, вот это вот выберем и заменяем здесь лицо. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Получилось вот так вот. Вот такой вот результат. Смотрите, в некоторых случаях Occlusion работает хуже, поэтому можете поставить здесь Exec Mask. И, возможно, с ним будет немножко лучше. Но вот такой вот результат в итоге выходит. Опять же, здесь можно поэкспериментировать. Давайте остановим просто какой-нибудь кадр, чтобы у нас ничего не подтормозилось. И выберем здесь, например, InSwapper, опять же, оставим. Выберем здесь 512, вот так вот. И выберем здесь, как мы выбирали, GPN 512. То есть получается вот так. В принципе, здесь достаточно качественно получилось. Это получше немножко. Но вот с такими параметрами у меня прям в реальном времени, конечно же, прокрутить эту картинку не получится. Будут вот такие вот тормоза, поэтому в реальном времени вот с такими настройками ваша карта, скорее всего, не потянет, если у вас только не профессиональная видеокарта. Теперь давайте посмотрим, как это работает с видеокамерой, чтобы это все делать в прямом эфире. Нажимаем вот эту вот кнопочку, галочку. Смотрите, сейчас я нажал вот эту вот галочку. Здесь у меня появилось окно уже с моей веб-камерой. Я по нему тоже нажимаю, и я появился вот здесь в этом вот поле. Я здесь неподвижный, как бы камера моя не двигается, но если я нажму здесь play, то вы можете заметить, что вот я здесь начал двигаться, то есть теперь я здесь подвижен. И если опять же оставлю вот так, то это просто я останавливаю картинку, чтобы как бы ничего не тормозило. Да? Мы можем, естественно, на одной картинке остановиться, нажать Find. Опять же определяется лицо. Смотрите, здесь я выбираю, например, вот такое вот лицо, нажимаю по нему. И давайте нажмем здесь play, и теперь вы в реальном времени сможете наблюдать, как мое лицо заменяется. Если я подальше так отдаляюсь, то результат становится значительно лучше. Если я ближе, конечно же, видны там какие-то артефакты, но опять же, здесь есть различные настройки. Мы можем поставить там и, например, 385. Надеюсь, сейчас я тормозить не буду, но деталей должно быть немножко побольше. И можем здесь поставить уже, например, GPN хотя бы 256. Это вот в реальном времени при записи стрима вот так вот все обрабатывается. Но может быть и вот так вот, да, лучше. То есть может быть, кодформер там в каком-то случае немножко поестественнее, да, получается, мне кажется, все-таки, или GFPGAN. Тут, в общем-то, нужно подбирать, то есть в зависимости от освещения. Освещение очень сильно влияет, то есть как вы освещены, как у вас это все здесь настроено со светом. Вот, GFPGAN, он, в принципе, быстро работает. Вот такие вот настройки, опять же, можно вырез маски. Там, вот, к примеру, смотрите, я сейчас вот руку прислоняю к лицу, да, у меня рука не обрезается, то есть никаких проблем нету. Например, вот так вот даже лицо закрываю, проблем каких-то нету. Если вот сейчас двумя руками закрою, видите, такие артефакты появляются, там раз проскакивает мое лицо, то есть не идеально, да, работает. Опять же, от освещения зависит, но тем не менее, то есть это, в принципе, в реальном времени функционирует, можете поприкалываться с друзьями, скажем так. Надеюсь, каких-то глупостей вы делать не будете с этим. Вот, все, давайте попробуем просто, кстати, в реальном времени можно переключаться между лицами. Там вот это лицо, там даже женское, например. В общем-то, любое лицо можно переключить. Опять же, лицо должно вам, конечно же, подходить, но смотрите, вот, например, Киану Ривз, да, вот так вот. Ну, вот если я подбородок вниз вытаскиваю, то получается как получше. Если вот такое круглое лицо делать, то не похож. Вот, Пушкина, пожалуйста, то есть Пушкина просто с картины с его. Это у нас Ди Каприо, то есть вот так вот выглядит. Он здесь на картинке снят немножко сбоку, и вот если
Вот такой вот вариант сбоку, он выглядит лучше. Смотрите, здесь вы можете еще миксовать лица. Я нажимаю, например, по Ди Каприо, зажимаю Ctrl на клавиатуре и нажимаю по Пушкину. Сейчас вы получаете микс Пушкина и Ди Каприо. Давайте попробуем Пушкина и Киану Ривз. Это получается вот так вот. В общем, прикольные вообще вещи можно делать, но на самом деле можно несколько изображений одного человека загрузить, и у вас получится более качественный результат, чем с одним изображением. То есть здесь я как бы несколько лиц не приложил, но можете попробовать различные вот такие вот варианты. Смотрите, настроек здесь очень много везде. И я вам, наверное, основную опцию здесь не показал, да, когда вы с видео работаете, например, вот так вот, да, нажимаем сюда, видите, все очень быстро настраивается, swap, то есть лицо поменялось, clear это очистить здесь, вот, и нажимаем здесь start recording, то есть запись, но у меня не выбрана папка, куда это записывать. Поэтому переходим в Settings, и в Settings мы здесь выбираем папку, куда это мы все будем сохранять. Например, на рабочий стол я выбираю выбор папки и нажимаю опять же запись. Запись, и видите, у меня происходит просчет и сохранение этого видео. То есть оно сейчас просчитается до конца. Прям видите, все в реальном времени. Очень это все быстро работает. То есть, несмотря на то, что я вам сейчас по видео все еще вещаю, то есть параллельно там видеокарта нагружена, и в итоге вот такой вот файл у меня получился. Этот файл открываем, вот такой вот результат на выходе есть. То есть можете обязательно попробовать, несмотря на то, какая у вас видеокарта, мощная и не мощная, я думаю, даже на средненьких видеокартах это будет достаточно быстро работать и комфортно. В Settings у нас здесь много различных настроек, там можно установить FPS, который вы хотите в конечном итоге видеть. Есть возможность выбора Tensor RT, Tensor RT Engine, или просто процессор. То есть это влияет на скорость просчета. Процессор очень медленно. CUDA это просто любая видеокарта NVIDIA, а Tensor RT это ускоренная генерация, но там предварительный просчет как бы еще происходит прям под конкретное видео. Поэтому не во всех случаях это может быть актуально. Но если у вас видео очень длинное, очень большое, то, возможно, вот Tensor RT или RT Engine будет актуален. То есть у вас будет просчет предварительный, какой-то участок этого видео большого произведен, и потом уже генерация пойдет значительно быстрее. Вот в этих случаях, наверное, стоит это попробовать выбрать. В других случаях просто вот этот просчет предварительный, он будет дольше, чем у вас просчитывается просто вот такое короткое видео там на 194 кадра. Ну и другие настройки здесь такие уже специфические. Здесь можно различные там манипуляции с поворотом, выбирать там головы там и так далее, уже подстраивать как-то более точно. Можно здесь у нас, значит, выбрать разрешение видеокамеры, там Full HD, не Full HD или просто HD, в зависимости от мощности вашего железа, которое может потянуть такое разрешение, да, может там в реальном времени или не в реальном времени. Тут уже можно подстроиться под более низкое разрешение, может быть, оно в реальном времени у вас уже потянет, а более высокое не потянет. Опять же, количество кадров в секунду, которое просчитывается, 23, естественно, будет быстрее, чем 30 или 60. Поэтому, опять же, тоже есть различные настройки. Нужна вам плавность какая-то или нужна вам, наоборот, скорость. То есть тут уже вы можете выбирать. Еще интересная опция, здесь есть виртуальная камера. Зачем это нужно? Смотрите, у вас может быть ваша видеокамера, да, но она, естественно, вот этот вот перенос лица не будет делать, да. А вы хотите, например, где-нибудь там в Skype или еще в каком-нибудь другом приложении видеообщения поменять это. Вам нужна виртуальная камера, чтобы с нее уже вещать как бы из этого приложения. Для этого здесь включаем вот эту вот галочку, выбираем, куда мы будем вещать, там в OBS или в какое-то другое приложение иное, и выбираем здесь различные настройки. Вот эти вот настройки здесь выбираются уже для онлайн, скажем, вещания, для более быстрого. В этом случае у вас в вашей системе Windows появляется виртуальная видеокамера, VisuMaster, которая будет называться, и вы можете какой-нибудь в Skype или в другом приложении просто ее выбрать, и с нее уже пойдет вещание, а не с вашей родной камеры. То есть с вашей родной камеры идет сюда в приложение, а отсюда уже идет в Skype или иные другие приложения. Друзья, в общем, вот такой вот обзор получился. Действительно интересное приложение. Весит оно при развороте 30 гигабайт, оно так и будет весить. Оно, опять же, если вам не нужны там какие-то модели, вы их можете, наверное, удалить. Но если вы будете обновлять VisuMaster, то обязательно они заново будут скачиваться, поэтому смысла, наверное, удалять особо-то и нету. Вот 30 гигабайт весит, достаточно много, но с другой стороны, если вам какая-то задача нужна, вы можете разархивировать архив, сделать там свои вот эти дела, поменять там и заново удалить его, и этот архив просто оставить, хранить только 13 гигабайт. Это, на мой взгляд, достаточно удобно.
Спасибо за просмотр. Если вам было интересно это видео, обязательно поставьте ему лайк, заходите на мои ресурсы, заходите на мой Boosty, там много различных других видео, которые вам тоже обязательно понравятся. Заходите на мой телеграм-канал StableDiff и в мой большой телеграм-чат StableDiff, там очень большой комьюнити по нейросетям, по различным направлениям. Вы можете пообщаться с коллегами по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.